Всем привет любителям тактикула и военной тематики. Сегодня мы будем охотиться на Логойской земле, будем охотиться на самца косули с сайгой МК-223 калибр. Сегодня у нас последний день лета. В принципе, лето я провел неплохо, поохотился, тестировал разные теплоприборы. Вот, то есть, в принципе, сам стал немного более подкованный в этом отношении, и удалось неплохо поохотиться. В принципе, этот сезон, если вы следите за моим каналом, стараюсь вас радовать частыми видео, и думаю, у меня это получается. Если бы вам хотелось, чтобы я снимал какими-то другими ракурсами, что-то новенького приносил, можете писать это в комментариях, потому что, знаете, иногда бывает такое, что человек видит только одно направление и пытается в нем двигаться. Поэтому, если у вас есть какое-то предложение по съемкам, чтобы мои видео были более интересны, конечно, говорите, вообще без вопросов постараюсь это внедрить. Но, так как сегодня у нас день тактикула назовем, то, как я уже сказал, будем охотиться с сайгой. Как это будет выглядеть? Мы выходим в поле. Кстати, вот плохо, что это я делаю в конец лета, потому что на этом поле 3 самцов косуль я уже добыл. Но не беда. Мы выходим и с помощью моего теплоприцела Archon Arma, это 50-я линза, 640-я матрица, будем использовать его как тепломонокуляр для того, чтобы найти нашего зверя. После того, как мы его нашли, мы снимаем, подходим к нему на 100 метров, достаем манок, наблюдаем за нашим козликом и начинаем манить. Если он начинает двигаться к нам, то следим за этим, и когда он подойдет на расстояние в 50, 60, 40 метров, мы тепломонокуляр опускаем и готовимся сделать выстрел. Если же он у нас совершенно не реагирует, как это было последних 3 охоты, то есть я манил, старался, но 3 охоты именно здесь, в Логойском районе, козлы просто поднимали голову, на меня смотрели и занимались своими делами. Они не убегали, не подбегали, просто тупо делали то, что хотели. Так вот, мы определились, если он подходит, мы дожидаемся какого-то критического расстояния. Если он не подходит, то мы будем стрелять на 100 метров. Как это у нас будет выглядеть? Патрон у нас уже в патроннике, чтобы вы понимали, но карабин у нас находится на предохранителе. Потому что если мы, давайте я вам, к примеру, покажу, снимаем с предохранителя и досылаем патрон в патронник, то ни о какой охоте уже речи быть не может. Поэтому у нас уже будет патрон в патроннике и карабин стоит на предохранителе. Повторюсь, мы определились, что мы делаем выстрел. Я извиняюсь, что рукой так махаю, тут комары просто летают. Мы определились, что мы делаем выстрел. Мы сдвигаем наш карабин и снимаем его с предохранителя. После чего беремся за рукоятку и удлиняем наш ремень, для того, чтобы манипуляции с карабином были комфортны. Это ремень Dolk M3 двухточка, который трансформируется в одноточку. То есть одноточка это вот. После чего мы включаем фонарь, использую Барракуда. Это у нас старая модель прошлая, сейчас вышла новая. Но покуда в руки она мне не попала, поэтому будем охотиться со старой. Так как я пристреливался на 100 метров, то комфортное освещение на 100 метров из фонарей, которые у меня есть, это будет либо лазерный фонарь, либо Барракуда. Но лазерный фонарь у нас, с него комфортно стрелять на 100 метров, на 50 метров с него некомфортно стрелять. Поэтому я буду использовать Барракуду. Включаем фонарь вниз, после чего поднимаем наш карабин, выцеливаемся и делаем выстрел. Сделали выстрел, поставили предохранитель, опустили карабин под мышку для того, чтобы можно было им легко управлять. Затягиваем наш ремень. Он у нас становится классическая двухточка. Заносим назад и комфортно передвигаемся. По поводу того, что мы здесь используем.
давайте я сниму и более подробно вам расскажу. Данный карабин имеет у нас приклад от Pavgan. Здесь у меня стоит высокая щека. Ручку я сейчас использую DLG Tactica. До этого использовал Pavgan модульную. Магазин Pavgan, цевье DLG Tactica. Чем это цевье хорошо? Что здесь есть М-локи, на них ставишь планки вивера, вот, и крепишь любой обвес. Здесь у меня стоит крепление АМ-прошное, на которую крепится фонарь. Это быстросъемное крепление для крепления фонаря. Повторюсь, что это у нас Барракуда на теплом диоде, предпоследняя прошная. Переворачиваем карабин с этой стороны. Как я уже сказал, долг М3 двухточка, который трансформируется в одноточку. Кронштейн АМ-прошный, быстросъемный. Также здесь стоят Arcon Arma коллиматор и Arcon Arma увеличитель. Стоит ручка DLG Tactica, которая может трансформироваться в сошки. В принципе, сошками пользовался один раз. Вот. Не могу сказать, это удобно или неудобно, покуда я просто с ней работаю. По поводу использования коллиматоров. Сейчас вам немножко расскажу. По поводу использования коллиматора. Как я вам и говорил, я пристреливался на 100 метров. В принципе, в 10-15 сантиметров из 3 выстрелов я вкладываюсь. Для того, чтобы показывать такой результат, раз в 2 дня, это 100%, иногда и каждый день, я работал, холостил с сайгой. Для чего это делается? То есть поначалу я холостил без магнифера. То есть я приходил домой и начинал работать. В чем заключалась наша работа? То есть мы либо могли сразу привести в одноточку и начинаем работать. Поднимаем, снимаем с предохранителя, досылаем патрон в патронник, имитируем досыл патрон в патронника. Сразу говорю, что я работал без увеличителя магнифера. Целимся в какую-нибудь точку, делаем выстрел, убираем. Повторяем эту же процедуру. И вот так работал. Иногда я работал со сменой магазина. То есть у меня магазин был в кармане. То есть утрированно я поднимаю. Вот так работал. Когда мы наработали вкладку при использовании просто коллиматора, после этого мы подключаем магнифер. То есть мы подключили магнифер и начинаем работать с ним. Сразу же хочу сказать, что вы не будете проецировать голову настолько четко, чтобы навскидку стрелять с магнифера. Это надо нарабатывать, потому что поначалу, если с коллиматором еще все плюс-минус адекватно, то есть вы вскидываетесь, вы это наработали, оно все хорошо, то когда вы подключаете магнифер, сразу же есть небольшие, скажем так, попадания на лунные кольца. То есть вы попадаете на лунные кольца, и магнифер может быть сразу для вас неудобен. Почему перед охотой я и работал, для того, чтобы в стрессовой ситуации сделать все как надо. И я хочу сказать, заметить, что дома я, к примеру, там вскидываюсь на столбы на 150 метров, да, вскидываюсь, у меня там настолько точка стоит офигенно, что мне казалось, я буду на стрельбище просто божить. Но сегодня я пошел на стрельбище, начал пристреливаться на 100 метров на стрельбище, и хочу сказать, что я стрелял от 10 до 15 сантиметров, у меня были группы. И так как удержание у меня было офигенное во время тренировок, такого на стрельбище не было. Я даже сам был удивлен.
Вот, поэтому на охоте сегодня у нас еще плюс будет усталость. Мы походим тут 2-3 часа. И потом еще стресс. Поэтому будет как бы довольно знатное занятие интересно. К чему я это все, ребята, и говорю, что не бывает что-то просто так. То есть вы прилетели и такой, все, я типа это самое, купил себе обвесы, купил себе коллиматоры, магниферы, все установил, и сейчас я буду на охоте что-то показывать. Покуда вы не научитесь работать со своим оружием, ни хрена вы не покажете. Кстати, нам еще надо не забыть включить камеру перед тем, как мы будем все эти делать манипуляции с оружием, для того, чтобы сделать выстрел. Вот такая вот ситуевина. Это вам не на прицеле нажать запись. Здесь придется подловить это все и попытаться для вас заснять контент. Так что ставь лайк, не жалей. Я все-таки собираюсь сегодня такую довольно-таки неплохую работу провести. И очень сложную. Конечно, если бы у меня была возможность взять с собой оператора, который бы, это все снимал со стороны, было бы гораздо лучше. Сейчас у меня появилась мысль закрепить мой теплоприцел на штатив. Но это уже на следующем видео, если в этот раз не забуду. Для того, чтобы со штативом подходить, смотреть, потом увидел козла, поставить, как-то зафиксировать, да, и уже потом делать выстрел. Я думаю, что с поля зрения он не должен уйти. Но всякое может быть, по крайней мере, для того, чтобы для вас сделать более качественную картинку. Вот. А так, вроде все. Все, что хотел, все сказал. Пойду. На той охоте мне не удалось добыть самца косули, потому что только попадались самки. Прошло несколько месяцев, я обратно взялся за карабин, как вы видите, приехал на охоту и вдалеке увидел 3 косули. Косули были у нас хоть и через обрыв, через воду, но я хотел их добыть и пытался подойти так, чтобы их было качественно видно. Но, как вы видите, они в такой густой траве сухостоя стояли. Оно в теплик видно, и я понимал, что когда я включу фонарь, то ничего хорошего у меня не получится. Поэтому я пытался хотя бы найти некий угол, где буду лучше это просматривать. Потом я в этой ситуации попробую сделать выстрел, но ничего не получится, потому что я даже силуэтов и глаз не увижу. Поэтому было принято решение переехать на другое место. И буквально в 300 метрах, также в такой траве, как вы видите, в такой же траве, мне пришлось подходить к косулям. Для того, чтобы недолго вас мариновать, будут сделаны нарезки о том, как я к ней приближался. Как вы видите, в последний момент я здесь замеривал расстояние, то есть я его замерил, и было принято делать выстрел, потому что косули уже были насторожены. Я готовлюсь. Когда вы увидите, загорится свет, в самом центре будут видно 2 головы косули. Я видел головы и шеи очень четко, корпуса, скажу честно, не очень. Но я целился в центр масс, центра косули, для того, чтобы при отклонении все равно ее зацепить. Вот видны глаза. После первого выстрела косули сразу крутанулись на месте, я даже и не понял, и одна начала убегать. Второй выстрел по косуле, конечно, был сделан некачественно, но когда я опустил карабин и посмотрел в теплик, я увидел, что была тушка, лежала, то есть теплое пятно. Правей, левей!
Да. А, вот лежит. Проблема выстрела заключалась в том, что видно только головы. Вот, и сейчас я выключу. Вот наша козочка. Повторюсь, проблема выстрела заключалась в том, что они в траве, и очень сложно сориентироваться, как стоят корпуса. Потому что, как вы видите, трава большая, и на этом расстоянии, конечно, попадание в центр, ну и целился в центр, а второй уже не попал, когда было в движении. Ну вот, ребята, сайгу обновили. Очень рад, хотел это сделать с сайги. Именно стрельба с рук. Вот именно стрельба с рук, и все получилось. Меня с полем. Поедем охотиться дальше. Коза у нас крупная. Покуда закрывается лицензия, я достану внутренности, закину в машину и поедем дальше охотиться. Потому что можно сказать, что это была случайность. А нам нужна статистика. Недавно был дождь, а сейчас снег. Хорошо, что успел косулю добыть до начала снега. Так бы, конечно, с фонарем было бы гораздо тяжелее. Потом мы решили переехать на другие поля, увидели рысь. Вот, это единственное животное, которое мы смогли увидеть за 1,5 часа переездов. Ну, для того, чтобы еще раз подойти к косуле и для закрепления добыть ее также с карабина. Ой, с сайги МК-200. Были сделаны какие-то выводы, можно подвести какие-то итоги, которые говорят о том, что использование сайги на охоте, использование именно при охоте на косулю считаю вполне сносным оружием. Почему вполне сносным? Потому что, конечно, карабины это более классические, более правильное оружие, которое предназначено для охоты на косулю. Но, как я вам и говорил, с прошлого года мне захотелось попробовать сайгу на охоте на все виды животных, которые допустимы с 223 калибра. Как вы видите по видео, бобров мы добываем довольно часто. Вот, косуля вот добыта. Покуда только одна, потому что было сделано только 2 выезда на косулю, августовский, где я ездил на косулю и встретил только самок. Вот. И сегодня у нас декабрьский выезд увенчался успехом. Добыта самка косули. По поводу оружия, почему именно сайга? Потому что это то базовое оружие, с которым, наверное, каждый мужчина должен уметь работать. Как сказал мой друг Александр, что данное оружие совершенно не предназначено для охоты, но мое мнение немножко другое. Да, это не идеальный вариант, как я и сказал, но если с ним готовиться, если с ним работать, если понимать, как с ним работать, то можно сказать короткой фразой, что в умелых руках и хуй балалайка. Вот. Поэтому, да, мне пришлось много с ней работать, много с ней холостить для того, чтобы вести стрельбу на 100 метров и вести стрельбу с рук. Хотелось все делать по тактикулу, вот, поэтому именно с рук, а не, к примеру, там поставить ее на треногу.
В планах еще снять пару видео по косуле, именно с подхода с рук, и потом поставить сюда теплоприцел, и уже с теплоприцелом, когда я буду охотиться, именно охотиться с треноги, чтобы быть более четким и попробовать там со стада выбивать там 4-5 косуль. Именно как эксперимент.